Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория, если вы только присоединились. И сегодня со мной моя соведущая. Ей сейчас 16 лет. 16 в этом году исполняется, порода русская голубая. И зовут ее Тиха. Всем кажется это имя немного странным. И я согласна, потому что это как будто бы я все время ей кричу «тихо-тихо, не шуми». Но она на самом деле довольно, правда, тихая кошка. И это имя древнегреческой богини, которая настолько крута, что она круче Зевса, который, прям самый главный, вы понимаете, на Олимпе. Она может повлиять на судьбу, она соответствует богине счастливого случая, фортуне в древнеримской мифологии. Вот, друзья, такое вот введение. Что на мне за помада? Это Клиник номер 05 Melon Pop. И это очень крутая вещь, потому что если вы наносите в один слой, это будет как оттеночный бальзам, либо как база под помаду, и если вы наслаиваете, это будет ярче. Но в жизни она, мне кажется, вообще в принципе выглядит побледнее, чем вы видите на картинке. Зависит еще, наверное, от света. У меня вот здесь вот дневной свет, и здесь я еще поставила такую мощную лампу. Я думаю, что это тоже влияет на яркость. И еще на мне вот такой вот блеск для губ с гиалуроновой кислотой. И это правда очень классный блеск. Это Maybelline. Да, это Maybelline. То есть стоит он не очень дорого, но он прям крутой. У меня всегда был блеск. Колоранс называется этот блеск. В общем, он у меня всегда был, и он очень хорошо увлажняет губы, он не липкий, можно его нанести, опять же, как бальзам, как ухаживающее средство, на выход, естественно, да, дома все-таки лучше именно бальзамом пользоваться. Мне так лично удобней. И вот этот, вообще не уступает ни капельки, и это у меня уже вторая упаковка, хотя блески я обычно использую, очень долго, очень, потому что редко, не тянется рука, а этот прям классный. И у него яркий цвет в упаковке, кажется, что он такой и есть, на самом деле он прозрачный практически. Но вот с этой помадой, да, они, видите, похожи. Вместе, возможно, этот как-то добавляет пигмента. Я не знаю, хотя просто на губах, да, без всего, он практически прозрачный. С легким оттенком, с легким, как и сама вот эта помада в один слой. Так, друзья, что еще хотела вам рассказать? Мы вчера, точнее, с моим мужем отметили 2-летие нашей эмиграции, да, нашего проживания в Испании. И что хочу сказать. Обычно все говорят, что вот этот вот период адаптации, проживания, потери своего дома и так далее длится у людей год. Я не знаю. У меня это длилось 2 года. И буквально недавно я поняла, что жизнь продолжается. То есть у меня уже есть тут события, есть тут цели, которые меня связывают с этим местом. И у меня сейчас такое чувство, как будто бы я переехала в новую квартиру, и есть, знаете, да, это чувство, когда, причем это желанная квартира, вы, не знаю, ее строили, вы платили за нее, и наконец-то вам дали ключи, вы заезжаете, и практически, да, все комнаты пустые, белые стены, вам еще предстоит белые, причем белые, там уже какой-то ремонт есть, вам предстоит эту квартиру как-то обставлять и так далее, включать свою фантазию, думать, что же вы хотите, как вы хотите. Вот такие вот у меня сейчас внутренние ощущения. Чему я, конечно, рада. И мне кажется, мои парфюмы, они все сейчас какие-то такие, вдохновляющие, они какие-то очень, они больше жизнерадостные, в них есть свет, в них есть энергия. Какие-то, мне кажется, такие сейчас парфюмы у меня в ходу. И
опять же, да, и я экспериментирую, и я вот почему-то сейчас очень люблю наслаивать. Начну с этого набора, я его недавно вам показывала. Это мой подарок на Новый год. И я, конечно же, их все ношу, но Delina эксклюзив меня просто поразила своей стойкостью и шлейфом. Я не думала, я даже не надеялась, да, я не гадала, что так окажется. Она очень шлейфовая, она просто заполняет собой вот все. И она звучит вот с момента, как я ее нанесла, и до момента, пока я ее смыла, она звучала вот с такой интенсивностью, практически не утихая. А я еще, как обычно, нанесла 3-4 пшика. Я люблю так делать. И я поняла, что это была ошибка. Потому что вот я не знаю, вся машина. Я все время этот аромат чувствовала. Он все время вот так вот стоял вот у меня вот здесь вот. Это, конечно, перебор, друзья, это перебор. Поэтому и я ее теперь наношу осторожно, 1 пшик, потому что это просто какой-то монстр стойкости шлейфа. Монстр. Вот. Валая для меня оказалась прекрасным элементом, который сочетается с моим любимым Royal Musk от Микалев. Он добавляет свежести, он добавляет воздуха, он добавляет чистоты вот в этот аромат, лично для меня, потому что кто-то вообще говорит, что это аромат чистоты, нет, для меня это акигалавут и белые цветы и бергамот. Вот бергамот я еще хорошо чувствую, такой, знаете, с аспектом чая, но это уже фантазия обычно дорисовывает, потому что чаще всего я в жизни встречала бергамот именно в черном чае, черный чай с бергамотом. Я это люблю. Так нормально, я уже его использовала. И мне нравится вот это сочетание. Он как будто бы придает, вот этот Royal Musk придает ему какой-то сочности. Все-таки акигалавут – это специево-древесно-мускусный аспект, и он бывает такой суховатый для меня. Мне поэтому сочетание понравилось. Делина для меня, опять же, вот там есть такая нота, от которой у меня может разболеться голова, она же есть в наркотическом цветке. И я стала смешивать с Narciso Rodriguez Faux Musk Noir. И вы знаете, опять же, надо учитывать, что этот аромат более интенсивный, поэтому тут 1 пшик, а тут 3 или 4 пшика. И этот я наношу вот на запястье, не наношу его близко, да, к лицу, а этот везде вокруг меня. И вот они перемешиваются. Возможно, эффект чем-то похож на Musk Noir Rose. Возможно. Опять же, здесь есть вот эта нота, которая в сочетании со всем, она добавляет объема. И здесь она смотрится хорошо. В общем, я нашла, как носить вот этот аромат. Ариана. Люблю, обожаю. Маршмеллоу, зефирки, сладкая база и флёр де оранж в начале. И все это очень гармонично, ничто не выпирает, да, допустим, в отличие от Синтры, от Мема, которую сравнивают. Нет, в Синтра от Мема есть контраст. Здесь его практически нет. Этот аромат более сбалансированный. Так, друзья, в общем, ношу. Все красиво, все очень женственно. Вот на самом деле я представляю, что на мужчине Валая, а вот остальные парфюмы я не представляю. Может быть, да, опять же, все может быть. Еще от раскрытия зависит. Так, давайте, если мы уже про Нарцисса Родригеса стали говорить. Вот это... У меня фокус все время уходит на кошку. Я, конечно, понимаю, что кошка – это самое красивое существо в мире. Лично мне так кажется. Всегда, да. Утром, вечером, ночью, всегда. Нам все-таки надо как-то там макияж, одеться. А вот это совершенство природы, мне так кажется. Pure Musk от Narciso Rodriguez. Опять же, аромат, вот для меня он какой-то аромат чистоты и вот этого вот ощущения новой квартиры, новой жизни, какого-то нового этапа, чистоты. Вот
есть в нем это настроение, и сложно разложить на ноты аромат мускусно-цветочный. Для меня цветы там больше белые, потому что именно про чистоту. Хотя роза тоже ведь про чистоту. Часто в косметических средствах бывает роза. Но мне почему-то тут все-таки больше какой-то такой сочные белые цветы какие-то. Не туберозы, да, не какие-то хищные белые цветы, не какая-то индольная жасминовость. Нет. А что-то другое. Что-то другое, более нежные белые цветы. Вот, поэтому тоже его люблю. Так, аромат. Он самый теплый, наверное, из этой подборки. Это Роджер 01 Синонимы. Носила все новогодние праздники, предновогодние, рождественские. И сейчас ношу. Это древесно-цветочный аромат. Причем одинаково древесный и цветочный. Нельзя сказать, что древесные тут только база, а цветы в начале. Нет. Они как-то тут равноправные. При этом из цветов тут есть и розу, я чувствую, и фиалку, и ирис. Дерево, вот ощущение, что вот эти вот все цветы находятся в каком-то доме из дерева дорогого, и стол там деревянный, и пол. Ну, то есть ощущение такого дорогого дерева, которое тебя окружает. А внутри вот эти вот цветы и специи. И даже как будто бы я тут чувствую корицу. Чуть-чуть. Возможно, какой-то деревянный из дуба, да, стоит комод, и вот там хранятся специи, и корица больше всего ощущается. И, естественно, я нашла с чем смешать. Это моя малышка от Amouage Lilac Love. И здесь есть цветы, это сирень. Но для меня, вы знаете, что их объединяет? Это именно вот ощущение дома. У меня как с этим ароматом была ассоциация, причем в слепом затесте, что я нахожусь в каком-то доме, чуть ли не в замке, там большой дубовый стол, пекутся печенье где-то в духовке, да, скорее всего, печенье с корицей и какое-то варенье еще. Но вот я не чувствовала в слепых затестах здесь сирень, потому что я привыкла, что сирень – это что-то свежевесеннее. А тут какой-то аспект взят, да, он есть, но вот в слепых затестах как сирень это не читалось. Но в сочетании вот с этим ароматом этот аспект придает еще свежести. Мне очень нравится вот это сочетание. Красиво. Но, опять же, да, вот при наслаивании всегда надо учитывать, что это за ароматы. Это парфюмерная вода, а это экстракт. И экстракт больше выступает как база, потому что он более стойкий, там больше ароматических веществ, он дольше держится, чем парфюм, а парфюм более диффузный. Соответственно, когда их смешиваешь, этот все равно звучит ближе к коже, а этот будет больше шлейфить. Соответственно, этот будет ему немного придавать оттенка. И в этом случае надо понимать, что если этого нанести ровно столько же, сколько этого, то, скорее всего, вот этот будет слышаться, да, пока его действие не закончится, оно короче. Но так как, вы понимаете, это Amouage, вы можете просто уже смыть парфюм, и парфюм может не дожить до этого красивого перемешивания. Поэтому я просто наношу капельку, вот буквально капельку. Если это был бы пульверизатор, то, скорее всего, это был бы один пшик. А так вот здесь можно дозировать, очень удобно. И капельку вот этого, а этого я наношу 3-4 пшика. Вот этот аромат для меня просто олицетворение весны. И это, конечно же, это Идиль от Guerlain. У меня 3 версии. Туалетная вода, парфюмерная вода. Все, кстати, все, так сказать, уже раритет, винтаж. И у меня еще есть снятость, это вообще лимитка, даже так правильно сказать. Это дуэт. Дуэт. В дуэте есть нота, мне даже она читается как ладан. Но вообще здесь много пачули в базе. И этот аромат, он более нуарный, более
минорный, он больше... Вообще, я говорила, что у меня все три аромата, ну, идиль вообще ассоциируется с какой-то шекспировской историей, не знаю, с Офелией, с этим Спрудом, да, остановимся до самой трагической точки, да, но вот просто на этой картине. Что-то есть в аромате, да, вот такое меланхоличное, но в то же время почему-то в этой меланхолии есть свет. Есть вот как будто бы ты в ней находишься, но видишь, что вон там точка, откуда прям и идет свет. Такое вот сложное сочетание у аромата. И здесь, понятное дело, очень много цветов. Здесь очень много цветов. Туалетная вода от парфюмерной отличается тем, что в начале чувствуется нота, которую называют на фрагрантике, так называют утюжная нота. Мне это сравнение нравится, потому что я понимаю, о чем. Это такая довольно резкая, но свежая нота, которая со временем она смягчается, но вот в туалетной воде она остается. В парфюмерной эта нота есть, но она намного мягче. И парфюмерная вода чуть-чуть даже запудривается к базе. Это нет. Это прям такая, как будто вот эта самая вода в пруду с цветами. Все-таки надо уйти мне от этого образа Офелии, потому что для меня это аромат позитивный, вдохновляющий. Я помню, когда я приняла решение его купить, у меня был трудный день, и это уже был конец дня. И мы сидели, нам надо было придумать идею для проекта. А сил уже, просто вот нет. И это, знаете, тот период, когда ты думаешь, вот бы сейчас домой прийти просто, я не знаю, поесть и просто лечь спать уже, в душ сходить, лечь спать и забыть вообще вот обо всем на какое-то время. Но нельзя было отключиться. И на меня вот в этот момент я просто повернулась, а я в тот день тестировала идиль, повернулась, и на меня вот эта вот прям волна аромата, и как будто бы меня разбудила, меня и мое какое-то вдохновение, творческую энергию, дала мне сил, и это произошло. Я не могла просто не купить этот аромат. У меня не было выбора. Он мне нужен. И вот всегда я его использую. Поэтому, конечно, сравнение с трагедией Шекспира здесь немножечко как будто бы не клеится. Хотя Шекспир, ладно, пока оставим, пока ничего другого мне не приходит в голову. И, друзья, аромат, который я умудрилась наслоить на идиль. Я воспользовалась туалетной водой, и к концу дня, естественно, туалетная вода уже практически улетучилась, и я воспользовалась The House of Oud, дыхание бесконечности. Они даже как-то по настроению, получается, подходят, да, такое название философское. Здесь персик, и здесь есть база, которую... Вот раньше, знаете, когда аромат только начинаешь носить, он как будто вот открывается прям с верхних нот до базы. А когда ты его уже знаешь, ты сразу почему-то чувствуешь базу. Я не знаю, как это работает. Но здесь есть база кашмиран. И она придает аромату необычность, потому что в принципе, я помню, когда я первый раз его потестировала, он был в аромабоксе «Молекулярные ароматы», и я подумала, что, вроде бы интересно, но вот как будто бы что-то такое очень повседневное и, какое-то слишком простое. Вот такое у меня было мнение. Но потом рука стала к нему тянуться. И я закончила сэмпл, купила этот аромат. И я поняла, что вот именно это сочетание базы, такой теплый, кашмирановый, и персик с пионом в начале, вместе, что-то, и амброксан тут, кстати, есть, но я его не слышу отдельно, как иногда, допустим, Джульетта Кассаган, для меня амброксан все забивает, и для меня вот эти верхние ноты, как какая-то дешевая отдушка, и я чувствую только амброксан. Здесь такого нет. Здесь амброксан работает на аромат. Оттенками он придает ему чистоту, он придает ему свежести. И кашмиран придает теплоты. С чем-то он по-любому сочетается в амброксане. Там тоже есть немножечко вот этого в самом амброксане аспекта
теплого, специевого, может быть, ну, что-то в нем такое есть. И вот этот пион и персик свежий, вот это очень красиво. И причем пион и персик, он звучит долго, он все время где-то, но шлифанет, но остается эта база. Вот сейчас я слышу все вместе. И в сочетании с этим ароматом, да, в котором очень много цветов, он свежий, тут белые цветы, тут в базе, по-моему, есть пачули. Вот. И с этим, ну, они хорошо сочетаются, хорошо. Прям даже как будто бы в этом аромате есть что-то изначально герленовское, что-то такое присутствует. Они для меня как какие-то родственники, похожи, в общем, они для меня. И похожие ароматы очень часто хорошо сочетаются, просто, допустим, так как это прям, ну, современность, да, ну, то есть сделан современно, и даже материалы сами тут другие, поэтому они, вот он придает Герлен что-то современное, а Герлен придает ему больше женственности, цветочности, настроения, атмосферы. Вот так вот они вместе работают. Вот, друзья, вот так вот. Вот такие ароматы у меня сейчас в ходу. Вроде бы еще зима, но, видимо, я уже где-то внутри готова к весне. А до весны еще получается 1,5 месяца практически, да? Ну, чуть поменьше. Ну вот, я уже, значит, подготовилась. Все, спасибо вам, что были с нами. Кошка у меня, по-моему, начинает привыкать уже к съемкам. Да? Бусинка моя. Раньше я включала камеру, она убегала. Так, фокус на меня вернулся, а сейчас вот сидит с нами. Чему и бусинка такая сладкая моя, кисенька моя. Вот, друзья, спасибо, что были с нами. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Я вам очень-очень рада. Хорошего вам настроения, вдохновения, творческих успехов или финансовых, любых, какие вы хотите. Все, я вас всех целую, обнимаю. И всем пока-пока.